say you're hanging with another man. You gotta get more creative, girl. I ain't believing you. Stop trying, stop contemplating, girl. Nothing in this world's gonna make me break. It's gonna take much more to get me out your life. I ain't tiptoe time, I'ma tell you straight. «Серебряный дождь» в эфире с 1995 года. В Москве 8 часов, в студии Игорь Наумов. Уголовное дело возбудили против актера Михаила Ефремова. Известный артист накануне вечером устроил ДТП в центре Москвы. В столичном главке МВД сообщили, что экспертиза показала наличие алкоголя в крови водителя. Ефремова обвиняют по статье о нарушении ПДД в пьяном виде с причинением тяжкого вреда здоровью. Эта статья предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. По интернету уже разошлись видеозаписи как самого момента аварии, так и последствий. Так, на записи с камер наружного наблюдения видно, как Гранд Чироки на Садовом кольце в районе МИДа перед поворотом продолжает ехать по прямой. Оказывается, на встречной полосе и врезается в фургон. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в салоне. Позже его госпитализировали в институт Склифосовского. На других записях на мобильные телефоны Михаил Ефремов с трудом стоит на ногах и невнятно разговаривает. Сообщается, что сам артист не пострадал. Отменены почти все основные коронавирусные запреты в Москве. Распоряжением мэра Сергея Собянина с сегодняшнего дня в городе не нужны цифровые пропуска. Отменен режим самоизоляции, возобновил работу каршеринг и открываются парикмахерские. Кроме того, объявлено, что со следующей недели, с 16 июня, заработают летние кафе, музеи и стоматологические клиники, а с 23 числа рестораны и фитнес-центры. Свои действия мэр объяснил тем, что пандемия идет на спад. Между тем, замечает «Коммерсант», в Москве ежедневно регистрируют около 2000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения COVID-19 находится на уровне 0,93, а по методике Роспотребнадзора это не соответствует столь масштабным отменам запретов. Эксперты назвали решение московских властей политическим, говоря об усталости горожан от ограничений и о грядущем голосовании 1 июля по поправкам к Конституции с обнулением президентских сроков Владимира Путина. Обвинение предъявлено белорусскому блогеру, который является одним из основных конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента. Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что суть претензий к Сергею Тихановскому силовики не раскрыли даже его родственникам. Невеста другого задержанного сказала, что фигурантам предъявили обвинения по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ранее Тихановский говорил, что его цель — смена власти в стране. Он пытался выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, но не смог это сделать из-за административного ареста. Сейчас для участия в выборах пытается зарегистрироваться его жена. Также сегодня в ближайших выпусках новостей в Москве спешно отменяют антикоронавирусные ограничения. С сегодняшнего дня, в частности, полностью возобновляют свою работу московские суды. В соцсетях требуют ужесточить меры по отношению к пьяным водителям. Поводом стало ДТП с актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы. Подробнее об этих и других событиях сегодня в течение дня. Спасибо, Игорь. Загруженность дорог в Москве на состояние 8 часов утра. Мы отвыкли от этого 4 балла. И, в общем, довольно жарко.